Стая голодных косаток напала на одинокого беззащитного китенка. Казалось, что морские хищники сейчас разорвут китенка на куски, но в критический момент ему на помощь пришел кто-то совершенно неожиданный. Морские просторы Тихого океана скрывают множество тайн и загадок. В один из обычных дней группа морских биологов вышла в море на своем исследовательском судне. Они планировали изучать миграцию серых китов, но судьба приготовила им просто невероятное открытие. Ранним утром, когда солнце только начало окрашивать горизонт в нежные розовые тона, внимание ученых привлекло необычное зрелище. Вдалеке они заметили одинокого китенка, который, казалось, потерялся в бескрайних водах океана. Судно осторожно приблизилось, чтобы лучше рассмотреть ситуацию. Китенок выглядел испуганным и дезориентированным. Он был еще совсем маленьким, явно нуждающимся в материнском молоке и заботе. Ученые с тревогой наблюдали, как малыш отчаянно крутился вокруг своей оси, издавая жалобные звуки, словно звал на помощь. Биологи быстро поняли, что перед ними детеныш синего кита, самого крупного животного на планете. Но где же его мать? Они начали осматривать окрестности в поисках взрослой особи, но безрезультатно. Китенок был совершенно один посреди огромного океана. Команда решила не вмешиваться напрямую, чтобы еще больше не испугать бедняжку, но продолжила наблюдение за малышом. Они надеялись, что мать вот-вот появится. Часы шли, а ситуация, к сожалению, не менялась. Китенок продолжал свои отчаянные попытки найти маму, уплывая все дальше от берега. К полудню ученые заметили тревожные признаки. Китенок начал выбиваться из сил. Его движения стали менее энергичными, а крики — более редкими. Биологи понимали, что без материнского молока малыш долго не протянет. Внезапно море вокруг китенка вскипело. Группа косаток заметила легкую добычу. Черно-белые хищники начали кружить вокруг беззащитного малыша, постепенно сужая круги. Ученые на борту судна с ужасом наблюдали за разворачивающейся трагедией, чувствуя собственное бессилие. Косатки, известные своим великолепным умением охотиться группой, начали атаку. Одна из них, самая крупная, ринулась на китенка, целясь в его хвостовой плавник. Удар был точным. Хищник вцепился в хвост малыша, пытаясь утянуть его под воду. Китенок отчаянно сопротивлялся, но силы были слишком неравны. Его жалобный крик разнесся над водой, заставив сердца наблюдателей сжаться от боли и сострадания. Казалось, участь малыша предрешена еще несколько минут, и косатки разорвут его на части. Но вдруг произошло нечто невероятное. Морская гладь вздыбилась, и из глубины на поверхность вырвались огромные темные тела. Это была группа горбатых китов. Они словно из ниоткуда пришли на помощь китенку совершенно другого вида. Ученые не верили своим глазам. Горбатые киты, обычно избегающие встреч с косатками, сейчас целенаправленно атаковали хищников. Их огромные тела врезались в строй косаток, внося хаос в слаженные действия охотников. Море вокруг китенка превратилось в настоящее поле битвы. Горбатые киты били своими огромными хвостовыми плавниками по воде, создавая мощные волны. Эти удары сбивали косаток с толку, мешая им сконцентрироваться на добыче. Но горбатые киты не ограничились только отвлекающими маневрами. Они использовали свои массивные грудные плавники, достигающие 5 метров в длину, как настоящее оружие. Удары этих полутонных плавников могли быть смертельными даже для опытных охотников. Косатки, не ожидавшие такого яростного отпора, начали отступать. Но два особенно крупных горбатых кита не собирались так просто их отпускать. Они начали преследование, загоняя хищников все дальше от места схватки. Ученые на борту исследовательского судна не могли поверить в происходящее. Они лихорадочно фиксировали каждую деталь этого удивительного события,
понимая, что стали свидетелями чего-то поистине уникального. Когда касатки исчезли из поля зрения, команда с облегчением увидела, что китенок жив. Он был напуган, но цел и невредим. Горбатые киты, убедившись, что опасность миновала, начали медленно расплываться в разные стороны. Однако они не оставили китенка одного. Один из горбачей, крупная самка, подплыла к малышу и начала его подталкивать в определенном направлении. Биологи поняли, что она пытается увести детеныша в более безопасные воды. Следующие несколько часов ученые наблюдали, как горбатая китиха сопровождала китенка. Она плыла рядом, иногда нежно подталкивая его, словно пытаясь утешить после пережитого стресса. Это зрелище было настолько трогательным, что некоторые члены экипажа не могли сдержать слез. К вечеру исследователи заметили вдалеке группу синих китов. Горбатая китиха, словно поняв, что ее миссия подходит к концу, начала направлять китенка в их сторону. Она словно передавала малыша под опеку его сородичей. Синие киты, заметив приближающегося детеныша, проявили интерес. Одна из самок подплыла ближе, внимательно изучая малыша. Через несколько минут она, казалось, приняла решение. Китенок был принят в группу, и вскоре они все вместе начали неспешно удаляться. Горбатая китиха некоторое время наблюдала за удаляющейся группой, а затем развернулась и поплыла прочь. Ее миссия была выполнена. Она спасла жизнь беззащитному существу и подарила ему шанс на выживание. Ученые были потрясены увиденным. Они не могли поверить, что стали свидетелями такого удивительного проявления межвидовой заботы и альтруизма. Эта история перевернула их представление о поведении китов и их эмоциональном интеллекте. В последующие дни команда продолжила свои исследования, но мысли людей все время возвращались к удивительному спасению. Они начали собирать информацию о подобных случаях и вскоре обнаружили, что это не единичный инцидент. Выяснилось, что горбатые киты несколько раз были замечены в ситуациях, когда они защищали не только своих сородичей, но и представителей других видов от нападений касаток. Это заставило ученых задуматься о причинах такого поведения. Особенно их заинтересовал случай, произошедший в водах Антарктиды несколько лет назад. Тогда горбатый кит спас от касаток тюленя. Это невероятное событие даже было снято на видеокамеру и потрясло научное сообщество. Согласно наблюдениям очевидцев, тюлень, спасаясь от преследования касаток, неожиданно нашел убежище на теле горбатого кита. Он спрятался в выемке его огромного бокового плавника. При этом кит, вместо того, чтобы стряхнуть непрошенного пассажира, принял активное участие в его спасении. В течение 20 минут горбатый кит плыл на спине, удерживая тюленя в безопасности. Он маневрировал, уводя касаток от своего подопечного, пока опасность не миновала. Только после этого кит осторожно опустил тюленя обратно в воду. Этот случай, как и история с китенком, которую наблюдала команда, заставил ученых пересмотреть свои взгляды на эмоциональный мир китов. Они начали понимать, что эти удивительные существа способны на гораздо более сложные чувства, чем считалось ранее. Исследователи провели несколько месяцев, анализируя собранные данные и сопоставляя их с другими известными случаями. Они пришли к выводу, что только глубокое чувство эмпатии могло объяснить такое поведение горбатых китов. Казалось, что эти огромные морские млекопитающие обладают врожденным стремлением защищать слабых и уязвимых, даже если речь идет о представителях других видов. Это открытие поставило перед наукой новые серьезные вопросы о природе альтруизма в животном мире. История о китах-спасателях облетела весь мир, трогая сердца миллионов людей. Это открытие имело далеко идущие последствия. Оно не только изменило научное понимание поведения китов, но и повлияло на общественное мнение. Люди начали по-новому смотреть на этих удивительных морских гигантов,
осознавая, насколько сложны и удивительны эти создания. Возросший интерес к китам привел к усилению мер по их защите. Правительства многих стран ужесточили законодательство, направленное на сохранение морских млекопитающих. Были созданы новые морские заповедники, а существующие расширены. Вот так в нашем мире, который часто кажется жестоким и равнодушным, есть место бескорыстной заботе и состраданию. И иногда эти уроки преподают нам не люди, а удивительные обитатели морских глубин. Кто знает, может быть, продолжая изучать этих морских гигантов, мы не только узнаем больше о природе, но и научимся чему-то важному о самих себе